Всем привет! С вами Алла. Сегодня смотрим общий расклад, какая женщина ждет с вами встречи. Итак, выбирайте. Это будет первый вариант, это будет второй вариант. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Так, смотрим первый вариант. Сигнификатор рыцарь жезлов. В первом варианте пойдет речь про какие-то достаточно напряженные сейчас отношения. Так, ребят, первый вариант подойдет для тех, у кого произошла какая-то очень некрасивая несостыковка. Здесь между мужчиной и женщиной было какое-то серьезное недопонимание. Расклад подойдет и для тех, кто недавно познакомился, и это новое знакомство. И подойдет для тех, кто, например, расстался, вы могли быть давно вместе, но что должно быть похоже? То, что ваше расставание, оно произошло как-то странно. Это когда люди ничего не договорили. Это когда осталось очень много невыясненных пауз. Это когда вы видите от женщины, вот чисто визуально, интуитивно, вы видите тягу к себе, вы интуитивно считываете, что она хочет с вами быть, но при этом ее поведение, ее действия, они вот вообще прямо противоположны тому, что вы чувствуете. Знаете, здесь может создаться ощущение, что мужчина уже сам не доверяет своей интуиции. Потому что чувствуешь одно от человека, а поведение говорит совершенно про второе. Это про то, когда вы чувствуете, что когда она вам смотрит в глаза, когда вот вы находитесь рядом с этой женщиной, вы прям кожей чувствуете, что вот она с вами хочет быть. Но при этом вы могли расстаться, она могла отойти на дистанцию. Она могла сказать вам про то, что, ну типа, все, как бы давай, пока, мы с тобой не будем вместе. Ну, то есть как такое, знаете, жирное троеточие. Поэтому здесь вот прям какая-то такая странность между вами произошла. Оно вроде бы как смотрится, как, знаете, женщина и не хочет отношений. Но, повторюсь, вот чувствуется совершенно по-другому. И здесь у мужчин прям такой диссонанс в первом варианте. Типа, блин, так я могу вообще доверять сам себе или нет? Так, а с чем это связано? Почему ты так себя ведешь странно? Интересно. Вы знаете, здесь речь про то, что вас интуиция не подвела. Вот те, у кого резонирует первый вариант. Здесь женщина, которая привыкла к тому, что больше влюбляются в нее мужчины, чем она в мужчин. Здесь женщина привыкла быть прагматичной.
И она здесь больше позволяла в себя влюбляться, чем сама в кого-то влюблялась в принципе. И она здесь может так себя вести, потому что она чувствует свою уязвимость. Здесь женщина понимает, что она начинает, мягко говоря, вляпываться в чувства. Она этого не хочет. Здесь женщина привыкла выстраивать отношения больше через логику, больше через практичность. Я не говорю о том, что она здесь прям помешана на финансах. Нет. Ребят, может быть, у кого-то такое будет, потому что расклад общий. И у кого-то вот эта прагматичность может отыграться действительно через деньги. То, что женщина заинтересована в финансовых ресурсах мужчины. Но не у всех. Потому что прагматичность – это не только про деньги. Прагматичность – это про то, что насколько мужчина соответствует ее статусу, ее мировоззрению, ее привычкам, там, каким-то бытовым, скажем, привычкам и так далее. То есть это когда ты смотришь на другого человека без розовых очков. Вот это прагматичность. И в первом варианте здесь женщина, которая смотрит, в принципе, на мужчин без розовых очков. Я бы даже сказала, что она смотрит на мужчин через черные очки. Знаете как? Здесь такой подход. Лучше я подумаю про мужчину хуже, чем он есть. И потом, когда я увижу, что он лучше, чем я думала, это для меня будет приятным бонусом. Чем я изначально буду думать, что он классный, а потом я обломаюсь. Здесь вот такой формат восприятия мужчин. Поэтому смотрите. Те, у кого отыгрался первый вариант, здесь женщина, которая, вот если она замолчала сейчас, она на самом деле ждет и вашего звонка, и вашей активности. Она боится здесь активничать, потому что, повторюсь, да, для нее вот это вот, знаете, влюбленность, это как корова на льду. Здесь человек, который привык вот очень так хладнокровно относиться к отношениям, а тут у него какие-то гормоны включились, включился какой-то эмоциональный фон на вас. И ее реально это все пугает. Ну, типа, зачем мне это все надо? Вдруг потом он это будет использовать против меня. Поэтому, единички, здесь нужно понять, что в принципе женщина влюблена уже. И да, она может бояться показывать вам свои чувства, потому что, во-первых, для нее это непривычно. А во-вторых, здесь страх того, что вы этим потом будете пользоваться. Поэтому здесь можете смело проявляться. Потому что, по сути, женщина здесь ждет. Здесь влюбилась и боится. Назовем это так. Сама боится своей же влюбленности. Так что вот так. У кого срезонировал расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для тех, кто себя узнал, и вы понимаете, что вы запутались в своей женщине и не понимаете ее мотивы, ее реакции, ее поведения, обращайтесь ко мне за личным гаданием. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram.
Итак, переходим ко второму варианту. Так, девятка жезлов. Тут все очень сложно. Ребята, второй вариант подойдет для тех, у кого есть треугольники и четырехугольники. То есть кто-то один занят или заняты оба. Во втором варианте здесь начиналось, знаете как, когда пара здесь особо не строила никаких иллюзий друг на друга. Это, знаете, когда люди заходят в отношения и просто как бы плывут по течению. Никто не строит планы, никто не привязывается друг к другу. Люди даже могут договариваться про то, что у меня семья, там, у тебя семья. Типа мы не лезем в семьи друг к другу. И вот здесь история могла начинаться вот как раз так. Но потом тут все повернулось как-то совершенно неожиданным способом. Вот смотрите, я говорю, и выпадает туз чаш. Да, здесь никто как бы особо друг на друга не рассчитывал серьезно, потому что тут есть у кого-то семья, либо у вас двоих есть семья. И вроде бы всех все устраивало в начале. А что ж произошло? Ребят, знаете, во втором варианте здесь мужчина дал какое-то эмоциональное состояние женщине, которого у нее никогда не было с другими мужчинами. У кого-то это может быть, кстати, речь идет про интим. У кого-то, у большинства, это будет про какие-то такие эмоционально-сердечные чувства друг к другу. Здесь про то, что как-то в процессе отношений раскрылись эти отношения. Здесь женщина в процессе любовных отношений поняла, что вот так у меня никогда не было. И вот та, которая я рядом с тобой, я себе безумно нравлюсь. Ты тот, который во мне будет вот те энергии, те эмоции, которых я вообще никогда не знала. И здесь это не произошло сразу. Повторюсь, вначале это все воспринималось как какой-то такой, знаете, балаган веселый. Типа нам прикольно, нам весело, ну и ладно, и так хорошо. Типа больше не надо. И весь прикол вот как раз в том, что изначально здесь люди, никто ничего не хотел друг от друга. Здесь было очень легко. А вы знаете, как раз отношения чаще всего завязываются там, где легко, там, где никто ничего не ожидает друг от друга. Потому что когда у тебя слишком много ожиданий, потом ты получаешь очень много обломов. А вот здесь люди как раз заходили в отношения, никто ничего не ожидал. И получился парадокс. Женщина тут от вас ничего не ожидала,
в итоге оказалось, что вот так, как ты мне раскрыл отношения, я такого вообще ни с кем никогда не видела, не пробовала и не чувствовала. И на сейчас, ребят, ну, знаете, как бы вы можете либо заморозиться, ну, например, вы вдвоем поняли, что-то зашло слишком далеко. То есть женщина могла вас отодвинуть, потому что поняла, что зашло слишком все далеко. Потому что как бы здесь никто ни на что особо так не рассчитывал. И с ее точки зрения, ну как бы лучше отойти в сторону на какое-то время, чтобы посмотреть, подумать, проанализировать, потому что она была к такому точно не готова. Поэтому да, здесь человек, смотрите, аркан колесница. Здесь очень много про то, что женщина хочет продолжать с вами отношения, но она сейчас в тупике, ребят. Вот почему сразу сигнификатор выпал девятка жезлов. Потому что женщина здесь в тупике. Она не ожидала, что это зайдет так далеко. Ну, ребят, не знаю, это общий расклад. Тут я никаких вам советов давать не буду. Здесь надо понимать, что вопрос уже встал, видимо, ребром. И по этой причине она могла исчезнуть. Потому что слишком много стоит на кону, и надо вот как-то все это переварить. И потом принимать какое-то решение. Поэтому, кто себя узнал в этой ситуации, кому необходима помощь, вы не понимаете, как дальше поступить с вашей женщиной, как правильно понять ее мотивы, как правильно разрулить вот эту ситуацию, зависшую между вами, выходите на личную консультацию, и я вам уже помогу и как таролог, и как психолог понять вашу личную ситуацию, как в ней лучше сейчас раскрутиться для того, чтобы, если вы здесь в треугольниках, то как выйти из треугольника и как правильно эти отношения, в принципе, разрулить и сохранить. Мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram. Кому понравился расклад, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и всем до новых встреч. Пока!